Всем привет из Одессы. Конечно, многие с начала видео поняли, что мы спускаемся к морю. Мы приехали сегодня на один из самых популярных пляжей на Большом Фонтане. И, конечно, сейчас вам все покажем. Смотрите, какой красивый цвет сегодня моря. Похож на цвет неба, только темнее. Здесь, чтобы дойти, конечно, до моря, надо преодолеть вот такую вот лестницу, и не одну. Всего здесь около 250-300 ступенек. Поэтому, если решите ехать на этот пляж, то вы должны быть физически подготовлены. Пока я снимаю видео, Ирина несет все, что нам нужно для пляжного отдыха. Еще раз поздоровайся, а то я тебя заговорила. Всем большой привет. Да. Ой, еще велосипед с собой тянуть на 300 ступенек. Это удовольствие еще то. Вот видите, как сложно. Ребята точно подкачаются. То есть вы даже не представляете, какая высота и тащить этот велосипед. Они уже просто не могут. По нашему видео вы поймете, что вы вернетесь из Одессы не только красивым загаром, но и подкачанным. Ну, все знают, что море внизу, поэтому, есть более пологий, а вот в Аркадии точно пологий пляж. Вот, а здесь на Фонтане в основном всегда нужно, всегда нужно спускаться. Говори сразу, что это 13-я станция, Это, чтобы мы не забыли. Да, это 13-я станция Фонтана, но более детально мы сейчас вам все покажем и расскажем. Боже, как ворона кричит. Мы сейчас как раз спустились к пляжу Икра, но мы пойдем немного в другую сторону, левее. Здесь недавно просто этот пляж полностью сгорел. А сейчас посмотрите, как быстро сделали уборку, и сейчас вот строят уже что-то новенькое. Так что, думаю, пару недель и будет открытие нового пляжа. Так, будний день, а на 13-й Фонтана кипит жизнь. Все пытаются, видите, украсить все цветочками, чтобы люди приходили и думали, что где-то на Гавайях. Так, вот такой пляжик. Здесь, видите, кровати и пляжный барчик. Ну, а мы идем дальше. Смотрите, столько людей. Будний день, вечер. Но, тем не менее, никому это не мешает. Так, а мы идем дальше. Дальше покажем вам действительно популярное место. У нас здесь такое движение. Вот наверху есть апартаменты. Я думаю, люди арендуют сейчас в сезон там квартиры и живут с видом на море. Міський центр невідкладної допомоги. Хорошо, когда есть такие места на пляжах, потому что мало ли на жаре может кому-то стать плохо. Так, электромашинки есть. На них можно проехаться по всему фонтану. Обзорная экскурсия, детская площадка, ресторан, кораблик. Нам, кстати, нравится это место из-за своего расположения и вида. Всегда хочется посидеть у моря, особенно когда хорошая погода. Собственно, так выглядит этот ресторанчик. Так, заглянем. Вот, но мы идем дальше. А вот уже видно, как люди поднимаются с моря. Так, дай мне мой рюкзак. Смотрите, зонты. Здесь можно поесть, посидеть, как будто ты сидишь в ресторане. Ну, а дальше детская площадка и, собственно говоря, шезлонги. Сейчас пойдем посмотрим. Немного решили показать отдых в Одессе, пляжи в Одессе, куда можно сходить отдохнуть, если вы планируете приезжать. Ну, а если вам просто интересно, то можете посмотреть, как отдыхают другие. Видите, 21 век, кто-то приезжает на автомобилях, а кто-то приезжает на гироскутерах. Ой, погода сегодня просто сказка, наконец-то стал меньше ветер. А то мы с Ирой были на 10-й Фонтана 1 июля, и нас там чуть не снесло песком. Так, спускаюсь по ступенькам. Покажу вам пляжик. Здесь, видите, можно посидеть как в ресторане, но некоторые приезжают позагорать. И плюс здесь огромная просто площадка.
И плюс здесь просто огромная площадка для детей. Поэтому, если у вас есть дети, то, конечно, сюда удобно приехать. Но единственный минус такого пляжа – это то, что здесь очень шумно. Так, здесь вторая зона для взрослых. Так, а вот такой вот есть пляжный бар. И здесь есть пиво. Здравствуйте, а в какую цену пиво у вас? Светлое 99 и пшеничное темное по 119. Ага, спасибо большое. Пиво по 119 и по 99. Вот здесь едят мидии, устрицы люди заказывают. Ну, а мы идем с вами дальше. Вот здесь, смотрите, как удобно. Можно сразу спуститься к морю. Класс. Сейчас спросим, в какую цену здесь отдых на шезлонге. Смотрите, немножко совсем и подошли к морю. Ой, какая сегодня замечательная вода. Чистейшая, ни одной водоросли нету. Ну и людей много, несмотря на будний день. Сейчас людей везде много. На какой бы вы пляж не пришли. После тревог, после обстрелов люди выходят немного снимать стресс. Ой, смотрите, чайка. Сейчас такая редкость встретить чайку на пляже. Прямо они куда-то все разлетелись. Смотрите, здесь прям рядом новый дом относительно. И здесь квартиры с классным видом. Я думаю, тоже есть много квартир под сдачу. Так, я узнала цены на шезлонги. Обычные шезлонги, вот такие, как возле воды, без зонта по 200 гривен. А вот такие мягкие с зонтом 300 гривен за один шезлонг. Так, это бесплатный пляжик. Тоже здесь люди отдыхают, просто можно постелить подстилку. Да. Блогер. Привет, привет, привет. Всем привет из Одессы, да? Всем привет, одесситы. Кто живет уже много лет. Я здесь, конечно, живу уже 7 лет. Вот мне 12 лет. Мне... Супер, хорошего дня. Вам удачи и всем. Спасибо большое, вам хорошего дня. Так, мы с вами постепенно вышли на другой пляж. Посмотрите, какие здесь яркие, классные зонты. Есть даже экзотические пальмы. Но, как видите, здесь ей, наверное, не совсем подходит атмосфера, потому что она приуныла. Везде на платных пляжах вот досточками укладывают вот так на песочке дорожку, для того, чтобы удобно людям было ходить. Вот здесь шезлонги тоже. Есть без зонтов, я думаю, они дешевле. Есть с зонтами. Сейчас спросим, какие цены. Здравствуйте, извините, а в какой цену шезлонги у вас? 200. 200, а с зонтом? Давайте. В входе стоимость. Хорошо, спасибо. Сейчас пойдем на входе, посмотрим, какая стоимость. Но вот такие обычные по 200 гривен. Сейчас пользуется популярностью в последнее время. Видите, не шезлонги, а такие кровати. На них очень удобно можно прилечь под большим зонтом, мягко и комфортно. Пальма, конечно, что-то ей совсем тяжело. Чем еще удобен этот пляж? Смотрите, мужчина выехал на гироскутере. И посмотрите, здесь на пляж могут спуститься люди с ограниченными возможностями. Пожилые люди, люди с инвалидностью и женщины с колясками. Это очень удобно, потому что такое есть не во всех пляжных комплексах. Здесь пандус, и он достаточно пологий. То есть с помощью кого-то можно реально нормально и комфортно спуститься. Самое главное, что сейчас на пляжах есть какие-никакие, хоть какие-то укрытия, потому что у нас все время обстрелы. И сегодня, кстати, был обстрел днем.
Этот пляжик называется Киви. Здесь меню есть не только QR-код, но и такое бумажное, обычное, как были везде раньше. И удобно вам его показать, чтобы вы могли ознакомиться с ценами на еду и на напитки. Узнала, почем шезлонги. Шезлонги все-таки 200, а вот такие зеленые кровати с зонтом, они по 400 гривен, но они удобны тем, что на них может располагаться несколько человек. Вот такой будний день в Одессе. Посмотрите, сколько народа на пляжах. И многие приобретают себе шезлонги. Люди любят комфортно отдыхать. Ну и, соответственно, имеют финансы, чтобы это делать. На набережной Фонтана всегда можно встретить какие-то небольшие кафе, в которых можно перекусить и купить что-то выпить. Вот самый главный напиток лета, это, конечно же, пиво. Здесь оно по 70 и по 90 гривен. Есть квас по 40 гривен и лимонад тоже по 40 гривен. Ну и, конечно, здесь есть что поесть. Это вижу здесь фотозону. Ну как эта девушка не подойдет к фотозоне? Ну что вы такое говорите? Смотрите, можно подойти, ну, и сделать себе фотографию. Вот так вот. Так. Посмотрите, клубничка здесь растет. Вы представляете, просто в вазончиках настоящая клубничка. Класс. Но, в принципе, подошла к третьему пляжу, и здесь вижу, что кровать тоже 400 гривен, а и шезлонг 200 гривен. В принципе, цены везде похожие. Но это цены в будний день, не забываем. Выходной они могут меняться. Посмотрите, тоже есть пандус, что немаловажно. Люди с инвалидностью тоже здесь спокойно могут спуститься. Смотрите, я иду, и кого я обнаружила на своем полотенце, конечно же, это наша Ирочка. Тебя, наверное, не слышно, сейчас я включу микрофон. Да, я буду стоять, да? Мы с собой любим брать на пляж. Не всегда, конечно, но иногда хочется. Так, это роллини с курицей. Ира говорит, что делает его с теста фила. Я, если честно, Это не знаю. вытяжное тесто Здесь фила. с курицей и с брынзой и шпинатом. Если кто-то не пробовал, рекомендуем попробовать. Очень удобный и вкусный перекус. Если знаете, то сами понимаете, почему мы их любим. Сидим, едим и слышим. Я чуть не подавилась этим роллини. Сейчас воздушная тревога, и просто это ужас. У нас сегодня уже был днем обстрел. У нас была ракета на город. Давно в Одессу не прилетали ракеты, а сегодня была, и мы слышали все этот ужасный взрыв. Пострадали, погибли люди. Ой, просто какой-то кошмар. Люди с детьми собираются с пляжа и просто начинают уходить. Надо собираться. Боже, такой взрыв был. Тихо. О, боже, ужас. Дети плачут. Все, больше нет. Кошмар. Еще до сих пор вот это приехали отдохнуть. Мы так, вот так мы просто сидим, люди сидят. Дети плачут. Вроде бы две, все. Две, но мы же послушали одну. Нет, две было. Одна, потом дальше как-то вторая, да. Я две слышу. Вот так мы не успели никуда просто добежать. Посмотрите, у меня вещи просто на полу, и мы просто вот здесь под забором сидим. Что вам сказать? Сказать, что мы в шоке? Еще немножко дрожат Это руки. ничего не сказать. Мы просто в ужасе. Сегодня ночью перенервничали так, что жесть. Летели дроны, да, сначала они полетели в одну сторону, потом оказались в городе и просто над домом. Это было 3 с чем-то ночи, люди все спали, все бегали, сонные, бежали кто куда. Попали в жилой дом. Потом днем была угроза баллистики, боже, и сразу ракеты прилетели в Одессу, тоже слышал, наверное, весь город, просто ужас. Решили поехать на море, снять стресс, немного отдохнуть вместе с другими людьми. Сняли. Я не знаю, наверное, за сегодняшний день посидею. Это уже 4-й раз надо пить успокоительное, или 3, раз, 2, 3. Есть люди, 3. которые нормально реагируют на
они не так боятся. Но мы не такие стрессоустойчивые. Мы... Люди разделились на две половины. Первые быстро побежали, как мы, прятались кто куда. Есть укрытие, просто мы долго собирались. Но уже потом вот Да, так у нас всё взяли. вещи все Мы думали, что мы разложены. по дороге потеряли телефон. Последняя надежда была, что это не к нам. Но видите, ой, обязательно, если вы на пляже, реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Мы все время стараемся, только тревога, берем телефон, сразу смотрим, что и как. Одна половина пляжа побежала, вторая даже не пошевелилась. Вообще. Хочется надеяться, что эта ночь будет тихо. Мы такие расстроенные, Мне разболелась честно. голова. Очень расстроены. Никогда не знаешь, что куда прилетит. Потому что тебя взрыв ждать. был очень сильный, и мы понимаем, если бы мы были ближе, мы бы там вообще с ума сошли. Кошмар. Ну что, Ну, обзор закончился. Да, обзор закончился, я не знаю. Ну, надо еще можем покажем воду вам пляж. измерить. Да, воду измерим, все-таки нужно отвлечься, уже Умыться отбой надо. воздушной тревоги, да. Ну что вам сказать, вы видите, как мы живем, не все так просто. Некоторые думают, что мы здесь веселимся, развлекаемся, все у нас всех. Вот сколько, 23-24. 23-24 градуса. Холоднее, я не пойду. Кукурузоньку продают. Да, дальше глубже не пойдем. И как всегда, самое сложное — это подъем обратно домой по вот этой крутой лестнице. Что, Ируси, как успехи? Мы только начали подниматься. Да. А вот, посмотрите, какая высота. Он парень, видно, спортсмен. Он просто побежал по этой лестнице. А мы вот... Здесь рядом живет, наверное. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. И берегите себя и своих близких. Реагируйте на воздушные тревоги, Да. где бы вы ни находились. Потому что сейчас реально что-то стало очень страшно.